Началась новая последняя неделя марта, и буквально в ближайшие 7 дней, друзья, мы можем увидеть завершение войны в Иране. Да, именно этот нарратив сейчас продвигают многие СМИ, и я вам скажу более. Дата прекращения огня уже, скорее всего, известна инсайдерам. Ведь как объяснить тот факт, что 10 новых кошельков в одно и то же время завели на Polymarket по 160 тысяч долларов и поставили на то, что война завершится до конца марта, а потенциальная прибыль каждого превышает $1 миллион. Согласитесь, очень странное совпадение. На этих выходных было множество информации, что намечается соглашение, потом Иран озвучил свои условия, Трамп сначала сказал, что не хочет сделки, и он будет продолжать войну, после чего заявил, что в принципе мирное соглашение возможно, хотя по итогу дал дедлайн 2 дня на то, чтобы Иран открыл Ормузский пролив, иначе они выбьют все электростанции в стране. И как подметили многие аналитики, буквально за 36 часов Трамп сделал 4 противоречивых заявления по войне, и для него это уже рекорд. Не знаю, возможно, он хочет максимально запутать инвесторов, чтобы никто не понимал, покупать эту нефть на хаях или ждать. А что делать с золотом и фондой? Тактика, конечно, интересна, но все же я могу сказать, что эта неделя точно станет решающей для военной операции Трампа. При этом, если учитывать, что в марте правила на рынке диктовала нефть, то влияние ее цены на акции и криптовалюту пока остается. По факту, двухдневный дедлайн Трампа заканчивается уже сегодня. Ормузский пролив до сих пор заблокирован, нефть выше $100, и вопрос один: может ли война реально закончиться уже на этой неделе? Ведь это автоматом приведет к падению нефти, пампу рынков, росту биткоина, увеличению шансов на снижение ставок и даже к победе республиканцев на выборах в ноябре. Ведь Трамп легко сможет это продать как победу века. Так что сегодня я разберу, какие шансы на завершение этой операции в ближайшие 7 дней и как на это могут отреагировать нефть, доллар и крипта. Ведь если посмотреть на тот же S&P 500, в самом положительном варианте он может отыграть сценарий прошлого года, когда в марте рынок упал, а в апреле пошел пробивать новые хаи. Также я сделаю прогноз по биткоину на последнюю неделю марта и посмотрим, как он закроет данный месяц. А перед просмотром, друзья, в такое непростое время, попрошу вас поддержать видео лайком. Давайте уже снова будем набирать минимум 1000 пальцев вверх. И давайте уже наконец-то пробьем 100 тысяч подписчиков. Каждый ваш клик на лайк и на кнопку подписаться очень важен для меня и всей моей команды. А еще пишите комментарии, чтобы получить $10, как этот зритель с прошлого ролика, и дополнительные $10 за подписку на мой телеграм-канал. Что ж, давайте начнем с Трампа, который продолжает менять свое мнение не по дням, а по часам. Если смотреть на все, что сейчас происходит вокруг Ирана, то меня больше всего цепляет даже не сама война, а то, как резко и хаотично меняются сигналы со стороны США. И вот здесь самое интересное. За 36 часов Трамп сделал сразу 4 противоречивых заявления по поводу войны с Ираном. В пятницу он говорил: «Я не хочу заключать перемирие с Ираном». Мы можем вести диалог, но я не хочу прекращения огня. Знаете, не идут на прекращение огня, когда буквально стирают противника с лица земли. У них нет флота, у них нет авиации, у них нет никакой техники, у них нет наводчиков, у них нет ПВО. Через 1,5 часа появляется другой сигнал. США якобы рассматривают возможность сворачивания военной операции. Потом проходит еще меньше суток, и в субботу Axios сообщает, что администрация уже закладывает основы для мирных переговоров через своих посредников – Виткофа и Кушнера. И сразу после этого звучит уже совсем другой посыл. Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов США нанесут удар и начнут уничтожать электростанции, начиная с самой крупной. То есть смотрите, как это выглядит по порядку. Сначала никакого прекращения огня, потом сворачивание, потом мирные переговоры, потом уничтожение. И все это от одного и того же человека меньше, чем за пару дней. Кстати, все эти заявления оперативно публиковались у меня в телеграм-канале, где я всегда на связи и заранее готовлю вас к движению рынка. Как, например, это было в случае с просадкой в воскресенье. А также я и моя команда редакторов делимся полезной информацией для заработка. Скоро в телеграм я подведу итоги месяца и выложу для вас мой такой инвестиционный план на апрель. Поэтому все, кто желает улучшить свои результаты в следующем месяце, обязательно подписывайтесь. По поводу заявления Трампа, я считаю, что это выглядит уже не как какая-то каша, а как осознанная стратегия. Потому что когда с одной стороны тебе говорят, что перемирия не будет, с другой стороны намекают на сворачивание войны, потом открывают дипломатическое окно, а потом ставят ультиматум на 48 часов, противник просто перестает понимать, какой из этих сигналов главный. А для Тегерана это сейчас критично, потому что им приходится принимать решения в моменте, когда их собственная система управления, судя по всему, очень сильно расшатана. Верховного лидера не видели уже 13 дней, командная структура КСИР работает без подтвержденной гражданской власти, армия за последнюю неделю потеряла министра разведки и пресс-секретаря корпуса стражей исламской революции. То есть аппарат, который должен был быстро интерпретировать сигналы противника и принимать решения, сейчас просто разрушен, обезглавлен и находится под постоянным давлением. И вот представьте эту картину. По тебе идет большой обстрел, у тебя проблемы с вертикалью принятия решений, ты теряешь ключевых людей, а противник за сутки делает сразу 4 разных заявления. Какое из них настоящее, какое из них
основное, на что реагировать в первую очередь, на отказ от перемирия, на намек о сворачивании, на переговоры или угрозу уничтожения энергетики. И в этом, как мне кажется, есть суть всей этой информационной давки. Эти сигналы смешиваются не случайно, они смешиваются специально. Заявление про сворачивание войны нужно для внутренней аудитории, чтобы показать выход есть. Фаза никакого прекращения огня нужна, чтобы слышали жесткость и понимали, что президент не отступает. Сообщения про мирные переговоры нужны для неофициальных каналов, чтобы работала дипломатия через посредников, а угроза уничтожения электростанций – это уже прямой сигнал Ирану, что у дипломатического окна есть сроки длиной всего 48 часов. И самое сильное во всей этой схеме то, что каждая аудитория слышит свое сообщение. Все думают, что президент говорит именно с ним, но никто до конца не понимает, что он реально сделает. При этом, если смотреть не на слова, а на оперативную реальность, то сама картина вообще не менялась. Центком зачислил береговые ракетные позиции и уничтожил 16 минных заградительных судов. Натанс подвергся бомбардировке уже 5-й раз. Склад боеприпасов в Дисфуле взорвался так, что вторичные взрывы были видны с жилых улиц. Министр обороны Израиля объявил о значительном увеличении количества ударов. Греция выпустила зенитный ракетный комплекс Patriot над Саудовской Аравией, то есть военная кампания не ставилась на паузу ни на минуту. Вот это очень важный момент, потому что пока верхушка говорит, ракеты продолжают летать. И теперь мы подходим к самой интересной точке – двухдневный дедлайн. Крайний срок уже сегодня. Условия поставлены максимально жестко. Иран должен полностью открыть Ормузский пролив, иначе может потерять свою энергосистему. Ответ Ирана на ультиматум тоже прозвучал максимально жестко. Они заявляют, что готовы полностью закрыть Ормузский пролив, угрожают ударами по энергетической, водной, а также IT-инфраструктуре по всему Ближнему Востоку и говорят, что военная стратегия официально смещена с обороны на наступление. Хотя здесь, честно говоря, они немножко перегибают, потому что не совсем понятно, куда именно они собираются наступать. Плюс звучат заявления, что запасов ресурсов им хватит минимум на год. И здесь также интересно, может быть у них есть секретные запасы под землей, как это было с базами, которые обогащали уран. Или они просто будут запускать по одному дрону в день. Может в таком случае им и хватит запасов на год. Но если даже часть этих угроз начнет реализовываться, то это уже новый удар не только по самой войне, но и по мировой логистике, нефти, страховым ставкам, поставкам и настроениям на всех рынках. Вот именно поэтому нефть продолжает держаться выше уровня $100. И вероятно она не скоро упадет ниже этой цены. Но пока одни воюют, другие пытаются на этой войне зарабатывать. Точнее не на самой войне, а на ее завершении. Вчера появились данные о 10 новых подозрительных кошельках, которые были пополнены более чем на $160 тысяч. И на Polymarket была сделана ставка, что уже к концу марта произойдет прекращение огня. Эти кошельки без истории, все созданы примерно в одно и то же время, и потенциальная выплата по этой ставке может превышать $1 миллион. И это похоже, как будто либо кто-то очень сильно верит в деэскалацию, либо у верхушки есть инсайдерская информация, и они заранее ставят на конкретный сценарий. Можете написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Но пока кто-то пытается угадать дату завершения войны, о чем мы поговорим чуть позже, я со всеми участниками нашей подписки Coin22 Pro продолжаю зарабатывать на движении крипторынка, который до сих пор реагирует на последние события. На днях это позволило нам закрыть в плюс хороший шорт по эфиру, также мы заработали на проливе цены ада в конце прошлой недели и еще на других позициях. Если кратко, принцип нашей работы простой. Вы открываете сделки по нашим уровням и зарабатываете. Но это далеко не все. Ведь в Pro вы также получаете обучение с нуля, сопровождение на всех этапах, индивидуальную сборку спотового портфеля, а также поддержку 24/7. В общем, все условия только для того, чтобы выходить в плюс. Так что если вы до сих пор не понимаете, как же оставаться в плюсе на фоне роста нефти, войны в Иране и во время таких активных колебаний рынка, вам 100% необходимо стать участником Pro уже сегодня. Поэтому не теряйте время, переходите по ссылке в описании, пишите, а я пока отвечу на вопрос, завершится ли война к концу марта. Я сейчас смотрю на всю эту историю так. Тейков о том, что война с Ираном может закончиться до конца марта, реально стало больше. Но появляются они не потому, что мир уже почти подписан, а потому что Белый дом начал раздавать сразу несколько разных сигналов. И вот именно из-за этого у многих и появляется ощущение, что до сделки рукой подать. Но что самое интересное, на земле и на море никакого настоящего сворачивания пока не видно. Наоборот, по сообщениям крупных агентств, война уже идет 4-ю неделю. США и Израиль продолжают давление, а Иран отвечает угрозами по всему региону. Дополнительные корабли направляются на Ближний Восток, и Трамп публично говорит, что может ударить по иранской энергосистеме, а Тегеран в ответ заявляет, что в случае такой атаки ответ будет очень жестким. То есть слова про деэскалацию звучат, но по факту картина выглядит как подготовка к новой фазе эскалации, и рынок это прекрасно понимает. Именно поэтому рынки нервничают. Через Ормузский пролив обычно проходит около 1/5 мировой торговли нефтью, ЕСПГ, а Reuters на 22 марта пишет, что почти закрытый пролив уже убрал с рынка примерно 440 миллионов
миллионов баррелей поставок за 22 дня. В пятницу бренд подскочил до $112 за 1 баррель. Это максимум почти за 4 года, с июня 22. И только за неделю рост составил примерно 8,8%. Если посмотреть шире, то с начала конфликта нефть выросла более чем на 41%. Bank of America и Standard Chartered уже перестроили прогнозы. При быстром урегулировании бренд может вернуться ближе к уровню $70, но если сбой затянется во втором квартале, рынок видит $85. А в жестких сценариях упоминается даже зона $130 и $150. И как мы разбирали в прошлом ролике, $120 и $130 вполне возможная цена, если война не будет заканчиваться. Но вот здесь важна деталь, которую я бы обязательно подчеркнул сегодня в видео. Несмотря на весь шум о скором финале, рынок ставок пока не покупают сценарий мира до конца марта всерьез. На Polymarket контракт на прекращение огня США и Ирана до 31 марта оценивается всего в 12% при объеме примерно $17,1 миллион. Для 15 апреля там около 31%, до 30 апреля 40%, до 30 июля 56%. То есть разговоров о скором завершении стало много, а вот денег под ставку, что мир уже будет в марте, все еще относительно мало. И для меня это показатель. Толпа любит красивые заголовки, но когда люди ставят реальные деньги, они все-таки становятся осторожнее. Получается интересная картина. В ленте новостей почти переговоры, а в вероятностях все еще очень высокий риск, что эта история зайдет намного дальше, чем до конца марта. Поэтому мой вывод на сегодняшний день такой. Да, тезис о возможном завершении войны до конца марта стал громче, и у этого есть причины. Мы видим риторику Трампа, которая меняется, видим попытки оставить возможность для переговоров, видим растущее давление цен на нефть, видим первую усталость внутри Белого дома, но я бы это назвал не возможным мирным соглашением, а поиском новых возможностей под угрозой новой эскалации. Потому что реальный тест здесь очень простой. Не посты в Твиттере, не вбросы в медиа и даже не красивые слова про переговоры. Реальный тест — это 3 вещи. Пошли ли танкеры через Ормузский пролив без угроз, остановились ли удары по инфраструктуре и появилось ли официальное подтверждение прямых переговоров, а не только слухов и утечек. Пока этого нет, конец войны до 31 марта — это просто громкий тейк, чем твердый сценарий. А вот если говорить о реально возможных датах, когда закончится война, я бы рассмотрел скорее всего конец апреля. И я думаю, что это не будет резко, то есть на протяжении целого месяца военные действия могут постепенно угасать. Ударов США будет меньше, ответных ударов Ирана также будет меньше, и все это плавно может подойти к тому, что Иран все-таки пойдет на условия Трампа. Иначе Тегеран, конечно же, просто задавят, и на это реально потребуется только время. Поэтому будем смотреть, какое же решение примет Иран. На этом фоне биткоин остается в центре внимания. И сейчас в биткоине я бы очень внимательно смотрел не только на сам график, но и на его связь с американским фондовым рынком, потому что двухнедельная скользящая корреляция с индексом S&P 500 снова стала положительной. Это звучит, что все хорошо, но если говорить просто, это значит, что биткоин опять начинает двигаться вместе с акциями, а исторически это уже не раз было тревожным сигналом. С начала прошлой недели биткоин упал почти на 6% и торговался около уровня $68 700. За этот же период индекс S&P 500 потерял почти 2%, то есть рынок снова показывает, что биткоин все меньше живет своей отдельной жизнью и все сильнее зависит от общего настроения в рискованных активах. А когда инвесторы начинают выходить из акций, под давление почти всегда попадает тот самый биткоин. Самое важное здесь в том, что в 2018 году, похоже, резкие восстановления корреляции биткоина с S&P 500 часто предшествовали крупным падениям биткоина. В среднем речь шла примерно о снижении на 50%. Если это переложить на текущую рыночную цену, то мы, конечно же, получим очень страшно 34 тысячи, и это звучит очень жестко. Также есть дополнительный тревожный момент в том, что 20-недельная скользящая средняя корреляция биткоина с S&P 500 уже поднялась до уровня 0.13, после недавнего минимального уровня 0.5. То есть совсем недавно биткоин еще пытался торговаться отдельно от фондового рынка, а теперь снова возвращается в одну связку с американскими акциями. А это повышает риск того, что при новой волне распродаж на фондовом рынке биткоин тоже может уйти вниз. Но стоит ли вообще воспринимать данную метрику всерьез? Во-первых, высокие цены на нефть, инфляционное давление и снижение вероятности на быстрое снижение ставок ФРС создают плохую среду для рискованных активов. В такие моменты биткоин, как бы его ни называли цифровым золотом, чаще всего ведет себя именно как рискованный инструмент. Его продают вместе с акциями, что мы, кстати, видели в пятницу, когда пошел отток из ETF. В прошлом видео я разбирал, что если новости с Ближнего Востока не будут идти в положительную сторону, то, конечно же, это приведет к падению цены биткоина, что мы видим сейчас. И, вероятно, в ближайшие дни оттоки с ETF-фондов усилятся, что еще сильнее ударит по цене биткоина. В таком случае мы уже рассматриваем не восходящий торговый канал, а вот такой горизонтальный диапазон с первой поддержкой на уровне 66 тысяч. До конца месяца осталась неделя, и, скорее всего, если новостной фон не изменится, и мы не получим информацию, что война идет к завершению, или есть потенциал реальных переговоров, то биткоин рискует закрыть месяц ниже уровня 70 тысяч.
тысяч. Да, если месяц будет закрыт выше уровня 66, он в принципе будет плюсовым, но сам плюс будет небольшой, ведь по итогу цена все равно зажата в этом диапазоне. Поэтому главные факторы, от которых будет зависеть движение биткоина на последней неделе марта, это конечно же Ближний Восток, цены на нефть, фондовый рынок США и те самые заявления Трампа. И чтобы это все не пропускать, проверьте подписку на мой телеграм-канал, ведь там вся эта информация публикуется в режиме онлайн. А на сегодня, друзья, у меня все. Вот такой актуальный обзор я постарался для вас сделать. Думаю, на все вопросы ответил. Если что-то было непонятно, спрашивайте в комментариях, пишите ваше мнение. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ведь это лучшая поддержка. Вам, друзья, желаю хорошей недели. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.